Рады приветствовать вас на нашем канале dachaclubmd.ru. Итак, приступим. В этом видео мы бы хотели поговорить о минусах Теслы пикапа, он же Tesla Cybertruck, которые могут поставить под сомнение покупку данного авто. Отдадим должное Илону, мне кажется, это единственный человек на сегодняшний день, который бросает реально дерзкие вызовы. Причем, рискуя всем, он пытается вызвать на эту гонку весь мир. И у него, черт возьми, получается. Я думаю, всем очевидно, что авто по мере приближения к серийному производству и сертификации будет меняться, так как при нынешнем исполнении суперкара Национальное управление безопасности дорожного движения США, которое бдительно следит за сертификацией и безопасностью, не пропустит авто в серийное производство. И его придется серьезно доработать. Что ж, времени еще вагон, и я верю, что Илону это удастся. Несмотря на все плюсы и инновации данного кара, здесь есть к чему придраться. На первый взгляд все бы ничего, но в глаза сразу бросается футуристичный вид и острые грани автомобиля. И это его первый минус. Вопрос безопасности. Да, для нас остается загадкой, как Илону и его команде удастся решить этот вопрос. Ведь из-за высокопрочного сплава сверхтвердой стали 30X, который используется при создании авто, зоны сминания в данном случае не могут работать, как у того же Lamborghini при наличии тех же острых углов. Поэтому авто будет опасно не только для остальных участников движения, но и для тех, кто им управляет, а тем более для пешеходов. В классическом автомобиле благодаря свойству металла сминаться происходит поглощение большей части удара. И обычными подушками безопасности тут не обойтись, не говоря о том, как поведет себя авто при столкновении с другими участниками движения. Я думаю, всем было бы любопытно, сколько баллов Cybertruck наберет в краш-тесте, когда он состоится и как это будет выглядеть. Если у вас есть свои предположения, то мы будем рады прочесть о них в комментариях. Ко второму минусу можно отнести окрас авто. Ведь насколько нам известно, Tesla решила отказаться от покрасочного цеха, тем самым удешевить стоимость автомобиля. Это является как плюсом, так и минусом. Ведь если клиент захочет получить авто в другом цвете или покрасить его, тут он столкнется с проблемой. Во-первых, непонятна сама технология покраса такого кузова и материала, так как изготовлен он из сверхпрочной холоднокатанной нержавеющей стали. Возможно, покрас войдет в дополнительную опцию при заказе, но пока нам остается лишь строить предположения. Третьим минусом я бы назвал отсутствие переднего бампера. Может быть, кто-то скажет, что это незначительный минус, но поверьте, на практике это может вылиться в что-то более серьезное. При проектировании решили отказаться от многих элементов, встречающихся в обычных автомобилях. Бампер решили и вовсе убрать. И крайней передней точкой, которая будет выступать, окажется головная оптика, которая будет страдать в первую очередь. А это значит, что старый добрый бампер, который хоть немного смог бы предотвратить те же столкновения, защитить не только авто, но и все вокруг, или смягчить не без того жесткость этого монстра, будет просто забыт. Но, возможно, Илон найдет замену данному элементу, и тогда это будет что-то инновационное. К четвертому минусу хотелось бы отнести ремонтонепригодность кузова, если это можно так назвать. То есть в случае повреждения, но это нужно постараться нанести урон такому танку, но мало ли, я думаю, все возможно. В общем, технология изготовления, которая использовалась здесь, используется в космических ракетах. То есть в обычном сервисе, а тем более в гараже у Димаса, который занимается рихтовкой и покрасом, вы уж точно это не сделаете. И пока сервисы по рихтовке Tesla дойдут до России, если дойдут, пройдет немало времени. Высказывая мнение экспертов, которые утверждают, что из-за сложности конструкции даже при незначительном ударе возможна такая смена геометрии скелета и кузова, которая может покривить и повести всю машину целиком. Вот такие дела, ребят. Что касается пятого минуса. Батареи. Все мы знаем о энергоэффективности и надежности батареи от Tesla. Тем более, что не так давно Tesla выкупила производителя батареи Maxwell. Но есть одно но. Несмотря на то, что на данном автомобиле в зависимости от комплектации мы можем проехать 400, 480 и 800 километров на одном подзаряде, то в условиях зимы, а именно минусовых температурах, этот показатель резко снижается. А все из-за того, что очень много энергии
уходит на прогрев. Прогрев не салона, не двигателя, а на прогрев самих батарей, ребятушки. То есть, еще раз повторюсь, если вы покупаете авто и знаете, что будете ездить на нем в северной стране, будь то Россия, Канада, либо страны Прибалтики, помните и примите истину, что в зимнее время заряда вашей батареи не будет хватать на то же количество пройденных километров, сколько вы совершали летом. То есть можно сказать, что резерв пройденного километража сократится в разы. Шестой минус. Опять же связан с конструкцией ходовой. Мы назовем его так. Не все в курсе, но, внимание, вы сейчас немного удивитесь. Возможно, лично я был удивлен, но у этого авто есть экзоскелет. Прям как в каком-то фильме будущего. Да, я не шучу, это значит, что автомобиль обладает несущей конструкцией кузова, в отличие от рамы, как в обычных пикапах. А это что значит? А это значит, мои дорогие, что ремонт такого автомобиля, где регулируется пневмоподвеска, где есть наличие экзоскелета и еще куча ништячков, вам сможет сделать не каждый сервис. И поэтому придется искать специализированные сервисы, если таковые есть. Ну или колхозить. Ну, колхозить мы не будем, потому что обычным пацанам такая тачка не по карману. Внимание, седьмой минус. Седьмой минус затронет уже интерьер машины. Не знаю, как вас, но меня уж очень смущает форма и исполнение руля. Конечно же, такой руль мы уже видели в Tesla Roadster 2, который планируется выйти на конвейер уже в этом году. Возможно, для гонщиков, у которых авто является смыслом жизни, вот им не привыкать к такому рулю, и он придется им по душе. Но нам, обычным рядовым покупателям, авто, которое будет использоваться для повседневной езды, да он же нифига не удобный. Первые дни может быть очень даже круто, но постоянно ездить с таким рулем, я думаю, мало кто из вас смотрящих знает, каково управлять именно таким рулем. Хотя посмотрим, может быть Илон придумает сменные рули или какие-нибудь насадочки. Не забывайте, что авто выйдет в серийную продажу в конце 2021 года. Есть время найти решение или кому-нибудь придет по душе данное исполнение руля. Вот мы и добрались до восьмого минуса. И здесь бы хотелось затронуть щепетильную тему использования литий-ионных аккумуляторов. Даже при всех своих плюсах данные аккумуляторы могут загореться или взорваться, если произойдет короткое замыкание, и этот фактор нельзя не учитывать. Достаточно вспомнить историю со смартфонами Samsung Galaxy Note 7. Понятно, что Илон понимает весь риск и использует все меры, чтобы в случае аварии батареи не пострадали. Но факт остается фактом, что даже при незначительной аварии возможно возгорание авто, что может повлечь за собой последствия. Не все аварии с участием Tesla заканчивались пожарами, но если заканчивались, справиться с огнем было непросто. Возгорание в литий-ионном аккумуляторе происходит не сразу, и пассажирам, как правило, удается спастись. В то же время электромобиль горит жарче, и его сложнее потушить. Говоря в защиту Tesla, предрасположенность к пожарам и степень опасности электролита в литий-ионных аккумуляторах сопоставимы или даже меньше, чем у бензина и дизельного топлива. В то же время технологии литий-ионных батарей все еще развиваются, и чем более увеличивается их емкость и мощность, тем больше риск их выхода из строя, считают в Национальном управлении безопасности дорожного движения. На этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много нового и интересного.